Это видео может содержать много мата, критических суждений, шокирующего контента и прочей срани, которая может травмировать излишне чувствительного зрителя. Если вы из таких, закройте вкладочку браузера или не ебите мне потом мозги. Поехали! Привет, я снова с вами, 2019 год наступил, а это значит, что я купил вот эту петличку, и значит теперь звук чуть-чуть получше будет, а не как из унитаза. Я решил, что настало время, когда я смогу записать серию видео, где я буду подробно рассказывать о том, как я прожил и как я учился в Великобритании. Эта тематика, думаю, интересует многих людей, которые хотят съебать из рашки, но все же я вам расскажу, как есть на самом деле и почему стоит, а почему не стоит куда-то уезжать. Но в моем примере это определенно Великобритания. Всего будет несколько частей видео, и каждая будет рассказывать о разной конкретной тематике. А мы начинаем. Как и любой российский школьник, я учился в обычной школе под номером 1278. Я, как и все, пинал писюны, учился на тройке и пытался просто дожить до конца дня. У меня были лучшие друзья, с которыми мы все время проводили время, гуляли и так далее. И они, конечно же, у меня остались и по сей день. Но в начале 6 класса родители мне сказали, что все, ребенок, ты отправляешься в другую страну, в Великобританию, совсем один учиться. В течение всего года я с родителями выбирал школу, в которую поеду, и выбор пал на школу Millfield School. Millfield School — это большая престижная частная школа, в которой есть огромное количество разных возможностей и также разных предметов на выбор для обучения. Только под конец 6 класса, являясь 13-летним пиздюком, я понял, насколько это сложно на эмоциональном уровне уезжать в другую страну учиться. В первую очередь ты прощаешься со всеми своими друзьями лучшими, со всеми знакомыми и, самое главное, с родителями. И чтобы вы понимали, в 13 лет ты до сих пор ребенок, и для тебя уезжать в другую страну одному — это полнейшая паника. Лично для меня первый вылет и первая четверть в школе в Англии — это был полнейший ад. Ты один ребенок в неизвестной тебе стране, вокруг тебя неизвестные люди, которые говорят на английском, и зачастую было сложно понимать, что они рассказывают, потому что, несмотря на то, что я учился лично на пятерке в российской школе по английскому, мне все равно было сложно первый год нормально общаться и понимать. Ситуация, конечно же, усугублялась тем, что уроки, они, конечно же, все на английском, и там разные термины, например, на уроках химии, биологии и физики на английском полностью, и тебе надо их переводить и запоминать наизусть. Также, к сожалению, для меня стереотипы из фильмов по типу «старшеклассники в школах пиздят мелких» и так далее подтвердились. Я же для старшеклассников был особенной целью, потому что я был жирным. Вот, прям как сейчас, видите пример, да? Весь первый год для меня это была борьба и война, где я один солдат против всей армии. Но, к счастью, всегда находятся люди, которые тебе могут в этом помочь. И я был не один. Project. What project? The sixth form project. Oh, I see. So Yeah. you're actually in there, are you? No, I've done that part, so now I'm being nice, asking teachers how they're doing. No, you're not. I'm working. Get out. Okay. Терри Акрест — это вожатый нашего дома общежития, который, естественно, следит за всеми нами и является главной личностью, которая обращается за помощью. За эти 6 лет он стал для меня вторым отцом, и этот человек сделал нереальное. Этот человек мне всегда помогал, дал всем пиздюлей, кто меня обижал. Он помог мне вырасти, он помог мне стать сильным и помог мне во всех моих проблемах и начинаниях. Спасибо огромное ему за это. На территории школы находится примерно 14 домов общежития, которые делятся на мужские и на женские. То есть, если вы хотите с девушкой беспределиться, то не-не-не. В каждом доме живет примерно 50 человек, и они, конечно же, разделяются на пиздюков и на старших и самых старших. В английском хайскуле всего 5 классов, начиная с 3-го года, 4-й год, 5-й год, нижний 6-й год и высший 6-й год. Ну и, конечно же, в доме поровну было из каждого года людей. Так как Millfield — это интернациональная школа, то, естественно, там можно было встретить людей из совершенно разных стран,
познакомиться с ними, пообщаться и узнать о их стране. Когда вы в 3-м или 4-м году, то вы живете в комнате для двоих. То есть с тобой будет жить какой-то пиздюк, которого ты не знаешь, которого ты можешь либо ненавидеть, либо дружить с ним. Но тебе придется четверть пережить, потому что каждую четверть, пока ты пиздюк, ты меняешь расположение своей комнаты и также своего сожителя. Если вы в 5-м году и выше, то вы получаете личную комнату, где вы спите и живете один, с личным туалетом и с личной душевой комнатой. И там вы можете нормально какать. Не, серьезно, что? Пока ты в 3-м и 4-м году, тебе приходится ходить в общественный туалет и душевую, и там какать. Представляете, мне 2 года приходилось ходить какать в 3 часа ночи, чтоб меня никто не палил, не доебался, типа, что я сру. Камон. За все оравы пиздюков в доме следят 2 состава вожатых, которые живут в 2 отдельных пристроенных домах. Они меняются по очереди каждый день, и так что ты знаешь и тех, и других. За 6 лет они становятся, так сказать, частью твоей семьи, с которыми ты общаешься, дружишь, и это очень круто. Скучай по ним прям каждый день. С каждым годом ваш ранг поднимается, и вы выбираете пиздить вам пиздюков, или же помогать им. Я бы выбрал именно второе, потому что, камон, блядь, никто не заслужит такой ад, который был у меня. С 4-го года вы выбираете себе 3 предмета, которые хотите учить сами лично. Например, я выбрал актерское, кулинарию и промышленный дизайн. Как вы видите, все предметы творческие, потому что я слишком тупой, чтобы выбирать там, не знаю, экономику или бизнес. Так что, видите, получился такой творческий долбоеб, который снимает хуйню на YouTube. Да, здрасте. Но несмотря на то, что ты выбираешь себе 3 предмета, у тебя все равно остаются обязательные предметы по типу математики, наук и других подобных предметов. На территории школы для каждого предмета имеется свое здание, своя локация, либо место. Например, для актерского были актерские комнаты, где люди репетируют, и был целый огромный театр, в котором потом вы могли выступать и показывать всем другим в школе, что происходит. Фишка английской системы образования, что она вам помогает выбрать предмет, который вы хотите, и уже со школьных времен совершенствовать в этом направлении и понять, кем вы хотите стать в будущем. Кроме обязательных предметов, после уроков 3 раза в неделю был обязателен и спорт. А Милфилд — это одна из самых больших и крутых школ в Англии для спорта, где большие поля для регби, большие поля для наземного хоккея и огромный олимпийский бассейн. Милфилд заканчивают многие олимпийские чемпионы, но, как вы поняли, это не про меня, я просто жирный. Выбор спорта зависит снова же от того, в каком вы году. В 3-м году я, например, занимался хоккеем на траве, потому что это у них популярный спорт в Англии. Льда же нету, слабаки. И на самом деле это не просто, когда тебя в шортах и в майке в +5 в ливень дичайший, такой стереотипичный английский ливень, заставляет 2 часа стоять, играть, особенно если ты защитник, и твоя команда всегда ебет вражескую, и у их ворот ты стоишь такой и 2 часа мерзнешь. Просто дичь. Зато я теперь закаленный, мне не холодно. На самом деле я просто жирный. Милфилд расположен на юге Англии возле города Стрит. Именно Стрит. Он пишется, называется как дорога. Это маленький типичный английский городок, где все здания одно-двухэтажные, каменные, такие красивые, маленькие магазинчики. То есть такой маленький рай, в котором приятно находиться, гулять и общаться с людьми. Например, за 2 недели ты можешь уже всех узнать, продавцов, с ними общаться, дружить и так далее. Но, как вы понимаете, этот рай не может быть идеальным, потому что в нем перспектив никаких. Дальше продавца цветочного магазина вы никуда не уйдете. Но, несмотря на то, что рядом есть такой классный милый город, вы не сможете в него ходить в 3-м году. В 4-м году вы сможете туда выходить только раз в неделю, в воскресенье на 2 часа. Но если вы в 6-х классах, то вы можете туда ходить почти, можно сказать, каждый день. К 5-му году у меня все наладилось, у меня появились друзья, у меня появились увлечения, и меня, к счастью, перестали пиздить. Именно тогда я начал увлекаться видеосъемкой и созданием контента. В начале 6-х классов я уже точно знал, что хочу стать кинорежиссером и оператором, и для этого выбрал предмет Media Studies, который не совсем учит операторскому, но она рассказывает о всей этой медиасфере, о съемке видео, и во время курса нам даже, естественно, доводилось снимать немало контента. Именно с начала 6 класса я был уже рад тому, что я делаю, и знал, чего хочу дальше в жизни.
что же, на этом сегодня тогда все, мои маленькие ребята. Я просто смотрел туда, делал вид, что разговариваю с каким-то интервьюером. Можно было, кстати, подушку вот так вот поставить, типа как будто это плечо что-то. Было бы вообще угарно. Очень надеюсь, что будет следующий выпуск, в котором я смогу детально рассказать об образовании, о том, как проходят уроки. Для этого давайте постараемся набрать 500 лайков. Я знаю, это видео больше 500 просмотров не наберет, но если каждый из 500 зрителей поставит по лайку, то может куда-то мы и уйдем. Но если данное видео сосет, то вы знаете, что делать. А так ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Клим. Всем пока.